Всем привет! Вы на YouTube-канале Аксель Франк. Дело происходит в Австрии, в Каринтии. Кот Арчи отправляется на охоту. Он попытается там поймать мышь. Это было еще в начале мая. Это наше гнездо. Вот, как видите, команда отдыхает. Уже сумерки. Уже больше, наверное, сегодня не поплывут. Будут устраиваться спать. Вот это один из редких кадров, когда оба на гнезде. Папа и мама. А это наше село. Я решил снять. Ну, май очень красивый месяц. Начинает все цвести. А вот зацветает сирень в том числе. И несколько кадров просто как выглядит. Каринтия вообще это горы, поля, озера. Такой горный альпийский регион. А вот смотрите, мне очень нравится сирень. В основном из-за запаха, конечно. Вот это просто вид через двор одного из соседей. Там какие-то красные цветы снизу. Я не знаю, что это за кустарник. А это у нас, похоже, яблони у них. Вообще здесь растет вот всякие там яблоки, нектарины, черешня, ну, все такое растет. Так что очень много вишню сажают, цветет красиво. Вот это, я недаром упомянул, что это было начало мая. Вот сейчас уже вот звук я записываю 13 мая. Уже такое невозможно. Арчик с Анфисой наблюдают за Вилли. Вилли там ест, но ест он не мышь, а ест горошки из миски, которая для ежиков поставлена. Стоит теплая погода, и буквально за несколько теплых дней, ну теплые это выше 20 градусов, трава на полях так поднялась, ну это не трава, это пшеница там в данном конкретном случае, все, никакой мышиной ловли больше в помине нету. Да, Анфиса, это Анфиса забралась на камин. Здесь просто настолько плотно вся эта трава, она стала достаточно высокая, что пробраться и, сказать, кого-то там ловить уже невозможно. Так что у котов был короткий период, вот, когда оттаяла земля, ну, мыши начали жить, вот, и появилась трава низкая. А вот этот период был, конечно, они таскали мышей без конца, причем там Арчик, он такой спортивный, он с мышью в зубах перепрыгивал через ворота и нес на террасу, чтобы нам показать. Вот. Ну, сейчас у них с мышами будет напряженка. Вот. Каждая мышь будет теперь на счету. Ну, это вечернее их загнали. А вот сейчас мы уже загонять их перестали. То есть дверь просто, ну, достаточно тепло стало ночью плюс 15-16 градусов. А дверь на предохранитель специально ставится, и остается узкая такая проход специально, чтобы коты могли входить-выходить. И все. Они на самообслуживании в этом плане. Захотел погулять, пошел погулял. А тем более они сейчас далеко уже не ходят. Вот, вы, наверное, смотрели ролик, недавно был ролик, как кот Арчи вот попал в такую засаду, мы его ходили, выручали. То есть поприезжали соседи с машинами, с собаками, ходят там косилками своими шумят. Вот. И если раньше коты, в общем-то, в обе стороны могли на несколько участков ходить, пока доходили до жилья, до обитаемого дома, чтобы, так сказать, испугаться, то сейчас у них все, они заперты, с двух сторон опасно. Вот кот Арчик тогда сходил, и вот уйти-то ушел, и в этот момент приехал сосед, как раз между нами и тем участком, где был Арчик. Вот, с собакой и все. И Арчик там сидел, тосковал, пока за ним не ходили. Ну, в итоге он там вернулся, мокрый весь, через тростник прошел. Вот. То есть сейчас они занимаются на участке. Вот. Кот Арчик освоил новую, запрыгивает на кормушку для птичек и сидит на кормушке. Ну, заснять пока не удалось, но его уже пару раз там видели. Вот. Как-нибудь я его засниму. А до этого одна соседка, Маргарета, вот, знакомая наша,
Вот. Мы в гостях у нее были, она рассказала, что Арчик к ней приходит и регулярно, а она кормит уток. У нее большие такие кормушки для уток. Утки запрыгивают все. Вот. Так Арчик взял моду к ней приходить и запрыгивать на кормушку и ждать утку прямо на кормушке. Ну, пока утки не приходили. Ну, с прибытием тебя. Вот. Пока ему не удалось, так сказать, договориться, чтобы утка тоже на кормушку к нему запрыгнула. Ну, впрочем, утки для него большие. Давай, а то рыба там все поест. Не успеешь. Подводный пылесос. Ну, вот это тоже из кадров старых. Сейчас они уже перестали есть что-то такое. То есть они полностью перешли на самообеспечение. Просто еды очень много каких-то вот вкусняшек, которые они сами для себя там, они их находят. То есть еды сейчас очень много. Вот. И им вот эта искусственная не очень нужна. Но я сделаю ролик, не знаю, вот этот выйдет раньше или позже, но приплывала парочка голубь с голубкой, с птенцами. Вот, я вам покажу, сколько у них птенцов. Вот у этой пары, у Маши и Максима, у них 8 птенцов. А вот приплывали голубь с голубкой. Я вам их покажу, расскажу, сколько у них птенцов. И они горошки ели, конечно, за ушами трещало. Ну, интересный был визит. Я сначала не понял, сдалека смотрю, как-то странно себя ведут. Какая-то пара лебедей явно с птенцами ведут себя очень странно. Вот, а потом странность выяснилась. Ну, у лебедей, они с птенцами везде плавают, они показывают птенцов. Тоже привели показать, а я их угостил. Ну, конечно, очень трогательно все это было. Вот, но они молодцы, они справились, и у них как бы все хорошо. Ну, я про это сделаю отдельный ролик. Сейчас не буду. А вот хочу напомнить, 2 видео на канале вышли. Вот это их анонс был, этих видео. Вышли 2 видео, ну такой лебедячий детектив. Вот эта пара, которая у нас вывела птенцов на гнезде, 8. Как-то они приплыли, вот они приплывают, я смотрю, их не 8, а 7. Ну, я им насыпал корму, стал просто с ними там стоять разговаривать. Тут смотрю, птенцов опять стало 8. Вот, соответственно, ну, загадка, да, вот откуда взялся птенец, куда он делся сначала, потом откуда взялся. Вот, сейчас их уже тут 8 будет. Вот, и, соответственно, я эту загадку загадал, и вот 2 ролика. Первый ролик — это вот вся ситуация, что произошло, второй ролик — это отгадка. Смотрите. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк, если видео понравилось. И пока-пока.